В детстве я не любила осень. Мне казалось, что это очень унылая пора, которая может длиться вечность. Но когда ты взрослеешь, время как будто ускоряется. И сейчас я замечаю то, насколько быстро пролетает осень. И создается впечатление, что все вокруг как будто нарочно торопит время. Я и сама оказалась в такой ситуации и в начале ноября уже работала над новогодними поделками и надеюсь, в ближайшими видео я обязательно поделюсь своими результатами и буду создавать уже предпраздничное настроение. Но все же, несмотря на это, хочется заметить то, что осень продолжается, и до Нового года у нас еще есть время. Каждый сезон несет свою определенную особенную атмосферу. Затяжные дожди навевают грусть, но мне кажется, лучше заменить эту грусть на тихую и уютную домашнюю радость. В это темное время года хочется добавить больше света в свои дома, подсветить все темные уголки и включить свои любимые гирлянды, свечи. И не потому, что это навевает атмосферу Нового года, а именно из-за того, что дарит тепло и уют. Так как в это время года мы больше сосредоточены в одном пространстве, в пространстве дома, то хочется заняться и обратить внимание на свое физическое состояние, заняться своим здоровьем. И именно осень вдохновила меня на то, чтобы заняться очищением организма. И я уже много чего испробовала за эти месяцы и пришла к соответствующим результатам. Мне это очень понравилось, как теперь я себя чувствую. Но еще к тому же я ввела в свой рацион некоторые новые полезные привычки. Одна из моих новых полезных привычек этого сезона — я выпиваю стакан свежевыжатого сока сельдерея. Я не добавляю туда никакие дополнительные ингредиенты. Именно сам по себе сок является отличным очищающим средством для организма. Поначалу пить такой сок было весьма сложно, поэтому мои порции были очень маленькие. Постепенно я увеличила порцию сока до 0,5 мл, и теперь с легкостью выпиваю этот сок и чувствую весь положительный результат на своем организме. Сельдерей — это достаточно доступный продукт, который можно найти практически в любом магазине. И вот этот вот концентрированный напиток, свежевыжатый сок, обладает невероятной способностью действительно радикально улучшать наше здоровье.
И я считаю, что сок сельдерея — это своего рода вариант напитка на каждый день, который помогает быстрее выводить из организма остатки от наших каких-то проблемных продуктов и также другие какие-то лишние вещи, способствующие ухудшению нашего здоровья. И, на мой взгляд, наше психологическое состояние, наше спокойствие, наша гармония напрямую зависит от того ощущения, как чувствует наш организм. Если в нем есть какие-то неполадки, очень сложно прийти к гармоничному состоянию. И первым делом нужно, конечно, позаботиться о своем здоровье и заняться очищением. Этот небольшой старинный шкаф я нашла на доске объявлений. А до его появления в нашем доме я рассматривала большое количество уютных проектов детских комнат. И у меня была такая идея, чтобы найти небольшой шкафчик и поставить его в детской комнате, чтобы дети могли там хранить какие-то свои игрушки, личные вещи, и чтобы можно было их убирать с глаз. И этот вариант подошел как нельзя лучше. Ведь именно его миниатюрные размеры создают ту гармоничную среду и тот уют, который так недоставало в этом уголке комнаты. Несмотря на то, что я очень люблю старинную мебель и всегда стараюсь ее оставить в своем первозданном виде, этот вариант для детской абсолютно не подходил, так как есть другое мнение, и девочки тоже хотели, чтобы мебель в их комнате была светлая, и к тому же это было бы более безопасно, ведь у этого шкафа было много сколов, и чтобы привести его в хороший качественный вид, это уже была бы совсем другая история. Поэтому мы воспользовались такой красивой краской пудрово-розового оттенка. Эта краска достаточно плотная, и она отлично закрыла все сколы, что не потребовало дополнительной шлифовки поверхности шкафа. Для объема на внешнюю поверхность шкафа я планирую добавить лепнину. Я уже заказала для этого соответствующие формы и собираюсь к этому приступить в ближайшее время. Конечно же, в одном из видео я поделюсь своим результатом. Что сделать с внутренним пространством шкафа, я еще полностью для себя не решила, но я думаю, что гармоничнее он будет смотреться все же с светлым оформлением. И когда у меня уже сформируется идея, я думаю, что в одном из видео поделюсь тем, что же у меня получилось и внутри.
Первые осенние дни вдохновили на прогулку по удивительно прекрасному месту, которое находится вблизи Санкт-Петербурга. Это музей-усадьба Пенаты, дом великого художника Ильи Ефимовича Репина. Атмосферное и уютное место. Создается впечатление, что усадьба великого художника как будто спряталась в густом лесу с высокими соснами. Свое жилище Пенаты Илья Ефимович назвал в честь богов-хранителей домашнего очага и семейного благополучия. Во времена Великой Отечественной войны усадьба была полностью уничтожена и выстроена заново по точным чертежам и свидетельствам. Сейчас она именно в том виде, в котором ее видел Илья Ефимович. Илья Ефимович пожелал быть похороненным вблизи своего дома, поэтому, пройдя чуть дальше, в гущу леса, можно увидеть и могилу известного художника. Территория, на которой расположены Пенаты, просто завораживает своей красотой и масштабом. Здесь есть и небольшой пруд, и деревянная беседка с колоннами, где проводились лекции и концерты. А нам, как посетителям, открывается уникальная возможность увидеть личные вещи художника и его семьи, которые удалось сохранить. У Ильи Репина было много именитых друзей, которые собирались у него в Пенатах по средам, общались, делились творческими идеями. Построить быт Пенатов, чтобы те, кто исполнял домашнюю работу, чувствовали себя равноправными членами семьи, не терпели унижений, не прислуживали никому лично. Гости, придя сюда, все должны были делать сами, и в прихожей они уже видели надпись «Сами снимайте пальто и калоши». Для того времени такое заявление было довольно неожиданным. Гости, раздевшись, должны были ударить медный. В кабинете Репин занимался литературным трудом. Здесь он писал знаменитую впоследствии книгу воспоминаний «Далекое и близкое». В ней он очень красочно рассказал о своем детстве, о юности, дал литературный портрет. Музей-усадьба Пенаты — это действительно удивительное, уютное место в пригороде Санкт-Петербурга, которое обязательно стоит посетить, чтобы проникнуться творческой атмосферой, насладиться природой и узнать что-то новое о жизни знаменитого художника и его семьи. Осенью всегда особенно хочется посидеть за столом, создать для своих близких уютное чаепитие и приготовить какой-то вкусный пирог своими руками. Для этого пирога потребуется овсяная и кукурузная мука, в которую мы добавим немного сиропа топинамбура в качестве подсластителя и пару ложек любого
растительного масла. Я использую кокосовое, а также можно использовать урбич или любую ореховую пасту. Это тоже сделает пирог очень вкусным. После этого вымешиваем тесто, как бы делая из него такую крошку. Укладываем половину этого теста на дно нашей формы. Сверху добавляем любые ягоды. У меня это ягоды черники, но можно использовать абсолютно любые фрукты. Просто нужно их немножечко порезать. Сверху я добавляю вторую часть теста, превращаю его в такие отдельные кусочки, типа крошки, и ставлю выпекать пирог на примерно 30 минут, может быть 40, в зависимости от вашей духовки, при температуре 180 градусов. Очень вкусно получается такой пирог с яблоками. Но если я использую зимние яблоки, то предварительно я их мелко нарезаю и оставляю в сотейнике на небольшое время, чтобы они немного размягчились. После этого добавляю его в форму на разложенное тесто, посыпаю крошкой, и этот пирог просто замечательный получается. Он быстрый и вкусный. Желаю вам чудесных осенних дней, уютных чаепитий и надеюсь, что мы очень скоро встретимся с вами в новом видео.